Первая половина XI века и предшествовавшие ему 2 столетия характеризовались бурным развитием культуры народов Ближнего Востока и Средней Азии. Создание и развитие больших городов, цветущих оазисов, ирригационных систем, формирование международных торговых путей, строительство дворцов и храмов стимулировали исследования в области математики, геодезии, астрономии. Когда мы говорим о гигантах Золотого века Ближнего Востока и Средней Азии, к нам на ум приходят такие имена, как Ибн Сина, Авиценна, Ибн Аль-Хайтам, Ибн Халдун и Аль-Фараби. Одной из таких великих личностей, которых принято относить к величайшим ученым всех времен, является персидский мусульманин-эрудит Абу Райхан Аль-Бируни. Он жил с 973 по 1048 годы и провел большую часть своей жизни в Центральной Азии и Индийском субконтиненте. В период своей блестящей карьеры Аль-Бируни стал экспертом в многочисленных областях науки, включая историю, физику, математику, астрономию, лингвистику, сравнительное религиоведение и науку о Земле. Несмотря на политические проблемы, существовавшие в мусульманском мире в период его жизни, он сумел стать одним из величайших ученых в истории человечества. Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмед Аль-Бируни родился в 973 году в провинции Хорасан, расположенной в северо-восточной Персии. Как и многие другие дети того времени, он начал обучаться с малых лет. Изучал арабский и персидский языки, основные исламские дисциплины, а также естественные науки. Еще в раннем возрасте он начал проявлять интерес к математике и астрономии, постигать которые ему помогали выдающиеся астрономы того времени. Аль-Бируни является представителем народности, которая на тот момент относилась к хорезмийцам, то есть группе, проживающей на территории Хорезма региона, охватывающую часть Центральной Азии и современного Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Ирана. Аль-Бируни родился в эпоху, когда эта территория находилась под властью арабского халифата, а культурное и научное влияние арабского мира было огромным. Хотя Аль-Бируни был арабизированным в культурном плане и использовал арабский язык в своих трудах, его этническая принадлежность в первую очередь связана с народами Центральной Азии. Таким образом, можно сказать, что Аль-Бируни был персом по языковому и культурному контексту. Он писал на арабском, но родился в регионе, где говорили на восточно-иранских языках. Он, скорее всего, был из хорезмийцев, то есть народом, корни которого лежат в Центральной Азии, на территории современного Узбекистана и Туркменистана. В общей сложности он знал хорезмийский, персидский, арабский, еврейский, сирийский, греческий и санскрит. Аль-Бируни так охарактеризовал языки, которые он выучил. Оскорбление на арабском милее мне, чем похвала на персидском. Этот диалект годится только для повестей и ночных сказок.
Несмотря на свое происхождение, Бируни большую часть своих научных трудов написал на арабском языке, научном языке своего времени. Однако Китаб аль-Тафхим, один из своих шедевров, написал как на персидском, так и на арабском, чем показал свое умение в равной степени писать на обоих языках. Китаб аль-Тафхим является одним из самых важных ранних произведений науки на персидском языке и представляет собой богатый источник персидской прозы и лексикографии. В книге умело и самым подробным образом рассмотрены дисциплины, входящие в средневековый квадривиум. В его научных трудах также встречаются отрывки и на другом иранском языке – хорезмийском. Первые годы своей жизни он провел в семье Хорезм-шаха Мамуна. Там на его выдающиеся способности обратил внимание известный ученый Абу Наср Мансура ибн Али ибн Ирака, который привил юному Бируни интерес к естественным наукам и особенно к математике и астрономии. Вспоминая этот период своей жизни, Аль-Бируни в одном из своих последних стихотворений писал: «Семья Ираков вскормила меня своим молоком, а их Мансур взялся вырастить меня». Получив прекрасное образование на родине, Бируни уже в юности производил самостоятельные наблюдения и около 995 года первым в Средней Азии построил глобус, позволявший определить географические координаты населенных пунктов с достаточной для того времени точностью. Занимался конструированием астрономических инструментов и определил географические координаты различных мест Хорезма. Своим методом измерения параметров Земли Бируни предвосхитил позднейшее развитие науки не только с точки зрения точности результатов, но и самого способа решения этой проблемы методом измерения угла понижения горизонта, что считалось раньше заслугой англичанина Райта, 1560 год. То есть Бируни опередил всех своих конкурентов более чем на 500 лет. Его пытливый ум, постоянное стремление к приобретению знаний не могли быть удовлетворены образованием, полученным в семье Ираков. И Бируни посвящает много времени изучению философии, математики, астрономии и других наук. С этой же целью он ездил в такие крупные научные центры, как Багдад и Бухара, и в различные города Хорасана и Афганистана. Когда ему было 20 с чем-то лет, он покинул свой дом в поисках знаний. В течение 3 лет он объехал всю Персию, обучаясь у ученых многочисленным наукам. В 998 году он, наконец, обосновался в Джурджане, современный Горган, поступив на работу к местному правителю Шамс аль-Маали Кабус. В течение следующих 10 лет он жил в этом небольшом северном иранском городе, занимаясь исследованиями, написанием книг и пополнением своего багажа знаний. За это время им был написан монументальный труд, посвященный анализу исторической хронологии древних цивилизаций, наряду с изучением развития и падения империй. Данная книга предопределила его будущее как ученого по многочисленным наукам. Эта книга представляла собой нечто большее, чем просто труд по истории, поскольку она объединила историю, науку, астрономию и исследования культур с целью интерпретации событий прошлого. В период своей деятельности в Джурджане Аль-Бируни стал одним из самых выдающихся умов своего времени.
В зрелые годы Бируни переезжал с места на место, нигде не задерживаясь подолгу. Сначала он служил при дворе Хорезм-шаха Мухаммада, резиденция которого находилась в Кяте. После нескольких лет службы он перебрался в город Гарган, где долго не задержался. Вернувшись в Хорезм, Бируни служил Хорезм-шаху Мамуну. Здесь Бируни создал и возглавил одно из первых научных учреждений подобного рода в мире – Академию Мамуна, ставшую крупнейшим центром науки в Центральной Азии. О высоком уровне этой академии свидетельствует то, что в ней трудились такие ученые с мировым именем, как Абу Али ибн Сина, более известный под прозвищем Авиценна, и основатель алгебры Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. В этот период жизни Аль-Бируни написал большое количество своих трудов. Но жизнь готовила для него новый поворот. Султан соседнего государства газневидов Махмуд Газневи хотел быть самым богатым, самым могущественным и самым просвещенным государем на земле. Для этого он завоевывал и грабил соседние государства, вывозя оттуда в свою столицу Газни выдающихся ученых и поэтов. Махмуд и сам был не чужд учености. В часы досуга он сочинял стихи и составлял комментарии к Корану. Покровительствуя людям науки, он, однако, терпеть не мог, когда они делали научные выводы, не согласовав их с его мнением. Особую строптивость в этом отношении проявлял хорезмиец Аль-Бируни, величайший ученый мусульманского мира начала XI века. Аль-Бируни наотрез отказался ехать к Махмуду в Газни. Султану пришлось взять Хорезм штурмом и увезти Бируни с собой в качестве пленника. В 1017 году газневиды захватывают Хорезм, и если Ибн Сина Авиценна выбрал непростой путь, отказываясь сотрудничать с газневидами и скрываясь от их агентов, то Аль-Бируни был, как и ряд других ученых, пленен и вынужден работать при дворе газневидского султана Махмуда. Поселив его в дворцовой крепости, Махмуд поставил условие: «Если хочешь, чтобы при мне счастье твое было с тобой, говори то, что соответствует моему желанию». Время не благоприятствует науке, с горечью отметил Бируни в одном из своих трудов, написанных в эти годы. Махмуд во что бы то ни стало желал взять верх над непокоренным ученым, и порой их столкновения принимали совершенно карикатурный характер. Передают, что однажды султан пригласил Бируни в большой зал дворца и повелел ему угадать, через которую из 4 дверей он выйдет. После того, как Бируни написал ответ свой, Махмуд тотчас приказал разломать часть стены и вышел через пролом. А вернувшись, прочитал записку ученого. Султан выйдет через пролом в стене. Однако, несмотря на унизительное положение пленника, именно газнийский период жизни Аль-Бируни оказался наиболее плодотворным. Империя Махмуда простиралась далеко за пределами современного Афганистана, однако находилась в пределах современных Ирака, Пакистана и Индии. В этой могущественной империи Аль-Бируни обладал необходимыми ресурсами и возможностями для проявления своего потенциала. Значительную пользу Аль-Бируни принесло то, что султан Махмуд регулярно организовывал военные экспедиции в Индию с целью защиты своих владений на этой территории. Махмуд постоянно брал с собой Аль-Бируни на все свои военные кампании, что давало возможность последнему
регулярно погружаться в языковую, культурную и религиозную среду Индии. Обладая способностью легко перенимать новые идеи, Аль-Бируни за короткое время сумел изучить санскрит, являвшийся языком индуистского богослужения. Это открыло ему дверь в индийское литературное наследие, которое он изучал и сравнивал с трудами из других уголков мира. Он осуществлял переводы книг с санскрита на арабский и персидский языки, а также переводил труды с арабского на санскрит. Он твердо верил в то, что цивилизации должны стремиться к изучению, а не уничтожению друг друга. Благодаря способности читать древние индуистские тексты, Аль-Бируни сумел составить энциклопедию древней индийской истории, известный как Китаб Тарих Аль-Хинд, книга индийской истории. На самом деле, многое из того, что известно сегодня о древней Индии, взято непосредственно из данного труда Аль-Бируни. Тарих Аль-Хинд не просто повествует читателю о древней Индии, он и является доказательством того, что Аль-Бируни смог объединить столько разных наук для того, чтобы иметь полное представление о предпосылках исторических событий. Книга является ключом к индийской философии, географии и культуре. Именно в эти области погрузился Аль-Бируни с целью более глубокого понимания индийской истории. Таким образом, Тарих Аль-Хинд по праву можно считать одной из первых в мире книг про антропологию, посвященной изучению человеческих обществ и особенностям их развития. Но все кончается по истечении своего срока, гласит восточная мудрость. В 1030 году Махмуд скончался, и Бируни, наконец, обрел свободу, личную и научную. Будучи знатоком индийской истории, Аль-Бируни также сумел найти время для научных достижений. Во время своих путешествий он имел возможность своими глазами видеть различные географические явления и создавать теорию относительно того, как они взаимосвязаны. Анализируя различные типы частиц грунта в реке Ганг от ее истока до Бенгальского залива, Аль-Бируни сформировал теории об эрозии и об образовании форм рельефа, особо отметив роль воды в этом процессе. В еще одном исследовании он выявил окаменелости древних морских животных в горах Гималаи, которые разделяют Индию от остальной части мира. Кажется маловероятным, что морские улитки и прочие моллюски стали бы преодолевать тысячи миль вглубь и вверх по склонам этих гор. Поэтому Аль-Бируни пришел к выводу, что Гималайские горы, должно быть, когда-то находились под океаном и оказались на существующем месте спустя миллионы лет. Это стало прямым научным доказательством современного понимания тектоники плит, движения и смещения континентов во времени. Широко известны некоторые замечательные результаты, достигнутые Бируни в области геологии. Например, согласно Бируни, Аму-Дарья текла когда-то в сторону Каспийского моря, а затем повернула и пошла по современному своему руслу, впадающему в Аральское море. Этот вывод Бируни блестяще подтвержден современной наукой. Аль-Бируни также стал первым исследователем в области геологии, собрав и проанализировав сотни металлов и драгоценных камней. Он дал описание их свойств, состава и указал те места, где они могут быть найдены. Его труды, посвященные драгоценным камням, служили основным источником для понимания этих минералов на протяжении столетий. Весьма прогрессивными для своего времени были объяснения Бируни некоторых вопросов геологии. Привлекает внимание его идея мобилизма,
то есть дрейфа материков. Эту гипотезу в науке связывают с именем немецкого геофизика Вегенера, но самым ранним глашатаем этой идеи был Бируни. Свою гипотезу о процессе горизонтального перемещения частей суши он изложил в капитальном труде по этой науке геодезии. Бируни внес много оригинальных мыслей, богатую фантазию, имевшую в своей основе большой запас знаний и опыта ученого в эту науку. Замечательная карьера Аль-Бируни продолжалась. В этот период он проводил исследования по следующим проблемам. Как Земля вращается вокруг своей оси, как колодцы и источники доставляют воду на поверхность, сочетание статики и динамики в изучении математики, запись широты и долготы тысяч городов, что позволило ему определить направление к Мекке для каждого города. Оптический характер теней, особенно их использование для расчета времени намаза. Разделение научной астрономии от астрологии, основанной на суевериях. Книга вразумления в начатках искусства звездочетства, содержащая изложение вопросов геометрии, арифметики, географии и астрономии, долгие годы служила учебником в медресе всего Ближнего Востока. Я начал с геометрии, затем перешел к арифметике и числам, затем к устройству Вселенной, а затем к астрономии. Ибо лишь тот достоин знания звездочетства, кто полностью изучил эти 4 науки, пишет Бируни во введении. Эта книга содержит 511 вопросов и ответов, из них 119 относятся к математике, а остальные к астрономии, геодезии и астрологии. Геометрия – это наука о размерах и количественных отношениях их друг к другу, и это познание особенностей их фигур и форм, имеющихся в теле. Благодаря этой науке наука о числах превращается из частной в общую, а наука о сфере – из догадок и предположений в истину, говорит Бируни. Как видите, это определение мало отличается от нынешнего, даваемого в школе. После смерти Махмуда Газневи его трон занял его сын Масуд, щедро одаривший Аль-Бируни своими милостями. Аль-Бируни говорил о Масуде: «Он дал мне возможность целиком посвятить остаток жизни служению науке, позволив жить под сенью своего могущества». Примерно в 1037 году Аль-Бируни написал свой главный труд «Канон Масуда по астрономии к звездам», в котором дается описание общей картины мира и раскрывает вопросы астрономии и математической географии. В ней как бы подводится итог деятельности Бируни в области астрономии, которая в то время считалась одной из ветвей древа математических наук. О последних годах жизни Бируни известно очень мало. Одиночество, старость и, как всегда, напряженный труд. Семьи у него не было, учеников очень мало. Вероятно, он видел свое предназначение в том, чтобы передавать свои знания не одиночкам, а всем людям. Все мои книги, дети мои, а большинство людей очаровано своими детьми и стихами, писал ученый. 11 декабря 1048 года Абу Райхан Бируни умер. Но как он и хотел, его книги читают до сих пор, пусть и не с целью научиться точным наукам, далеко шагнувшим вперед за 1000 лет. В старости Бируни потерял зрение, но до последней минуты своей жизни считал главным механизмом продолжения жизни бодрый дух. Умирая, Аль-Бируни находился в полном сознании и, попрощавшись с друзьями, спросил последнего о том, что он говорил ему
о методах счета неправедных прибылей. Его друг был изумлен, что ученый, находясь при смерти, думает об этом. Однако Бируни остался невозмутим. «Я думаю, покинуть этот мир, зная ответ на этот вопрос, лучше, чем уйти из него невеждой». За 75 лет прожитой жизни Аль-Бируни удалось в корне изменить понимание многочисленных областей науки. К моменту своей смерти в 1048 году он являлся автором более 100 книг, многие из которых не сохранились до наших дней. Его интеллект и глубокие знания по разным областям науки, а также его способность объединить их в одно целое для лучшего понимания каждой из них, ставит его в один ряд с величайшими мусульманскими учеными всех времен. Его жизнь служит доказательством способности ученых прошлого расширять границы знаний и устанавливать новые границы в науках. Также она служит ярким примером того, как лучшие ученые могут быть выше политических проблем, войн, всеобщей нестабильности, продолжая воплощать в жизнь революционные исследования и делать замечательные открытия. Колумбу следовало учить арабский, тогда он знал бы, куда плывет, ведь Аль-Бируни за 400 лет до открытия Америки предположил наличие материков на обратной стороне Земли. Он знал, что Солнце – гигантское тело огненной природы, но никак не фонарь или колесница, а звезды – это удаленные на очень большое расстояние тела, подобные Солнцу. Аль-Бируни первым выдвинул гипотезу о шарообразной форме Земли и гелиоцентрической модели нашей системы. Через 600 лет Галилео Галилей, опираясь на его труды, попробует доказать это западному обществу, но чудом избежит пламени Инквизиции. Подытожим. Прежде всего, Аль-Бируни является руководителем знаменитой Академии Мамуна, авторитетного научного центра своего времени. Аль-Бируни первым выдвинул гипотезу о шарообразной форме Земли и ее вращения вокруг своей оси. Создал первую модель Земли, то есть глобуса. Утверждал огненную природу Солнца, звезд и их гигантские размеры. Полагал, что звезды – это удаленные на очень большое расстояние тела, подобные Солнцу. За 6 веков до Ньютона предположил наличие тяготения. Усовершенствовал квадрант Ан-Насави, который оставался самым большим в мире на протяжении 400 лет. Очень точно для своего времени рассчитал окружность Земли. Описал около 900 растений в фармакогнозии, труде, остающемся важным в наше время. Определил в минералогии удельный вес многих минералов и дал подобное описание 50 минералам, рудам, металлам и сплавам. Владел 9 языками, владел почти всеми науками своего времени. Жизнь Аль-Бируни – это история человека, стремящегося понять и раскрыть мир во всей его сложности и красоте. Его жажда знаний не имела границ, а его работы, словно мосты между культурами и временами, продолжают жить в научных и философских поисках до сих пор. Он был не просто ученым, а настоящим искателем истины, который, несмотря на сложности своего времени, умел видеть взаимосвязь всего сущего. В его трудах звучит глубокая гармония между наукой и человечностью, между Востоком и Западом, между прошлым и будущим. Вдохновляясь его примером, мы понимаем, что стремление к знанию – это вечный путь, где каждый шаг открывает новые горизонты.